Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 5 марта, сегодня день денежной удачи, поэтому обязательно в этот день бросьте щепоточку сахара в окно, для того, чтобы открыться изобилием достатка, энергиям изобилия, достатка и благополучия в вашей жизни. Также обязательно в комментариях к этому видео пропишите следующую фразу. Для меня 5 марта – день денежной удачи. Истинно, да будет так. Пропишите таким образом, вы активируете и отправляете посылы во Вселенную. Это очень важно. Вы четко и ясно показываете, что вам действительно нужна денежная удача. Не забывайте прописывать и проводить эти практики. Также не забудьте поставить лайк. Вам это ничего не стоит, друзья, а нам приятно. Итак, сегодняшний день, друзья, это день, который является особым. И с помощью этого дня вы можете привлечь денежную удачу и процветание в свою жизнь. Именно этот день у нас с вами энергетически насыщен определенными потоками на благоприятные финансовые изменения. И вот именно проводя практику с щепоточкой сахара, это не только сладость, как многие думают, но сахар – это изобилие, то есть вот тот достаток, то благополучие, которое вы хотите привлечь в свою жизнь. И когда вы, проводя такую практику сегодня, при этом в любое время и бросая щепоточку сахара в окно, вы отправляете в пожелание вместе с этим символом прямо в мир, чтобы это все вернулось вам в приумноженном виде. Несмотря на свою простоту эту практику, обязательно прослушайте это видео до конца и правильно ее проведите, потому что многие, не услышав маленьких тонкостей, маленьких нюансов, делают что-то не так, и получается практика не получается, вы не видите результата. Некоторые расстраиваются, а другие теряют просто на это время. Поэтому делайте все правильно, как мы говорим. Но давайте для начала разберем, что же нас с вами ожидает в этот день 5 марта. Вы знаете, 5 марта сегодня у нас с вами убывающая Луна. Луна у нас с вами зодиака Козерог. А вы знаете, что Козерог – это тот знак зодиака, который дает нам упор на достижение цели, дает нам ответственность и стратегическое планирование. Этот день также может быть благоприятным для тех, кто стремится к успеху в деловой сфере. Особенно это касается управления, организации и ваших амбиций. Если вам сегодня что-то предлагают новое, если вам сегодня предлагают что-то необычное, обязательно соглашайтесь. Ну что значит соглашайтесь? Вы в обязательном порядке должны все проанализировать, но не думайте месяцами или годами, как некоторые люди делают. Когда вам поступает какое-то предложение, старайтесь максимально узнать в кратчайшие сроки информацию и принять решение. Если вы не можете принять решение, но вы знаете, что в вашем окружении есть человек с критическим мышлением, который умеет рассуждать, который умеет находить положительные стороны, негативные стороны, понимать того, как это повлияет на вас, на вашу жизнь, какие перспективы и так далее, то, пожалуйста, спрашивайте, узнавайте. Никогда не бойтесь с другими людьми общаться. Многие боятся, но вы должны понимать и то, что бывает так, что незнакомый или знакомый для вас человек, вы можете что-то узнать у него более подробнее, и это потом привнести в свою жизнь, потому что каждый человек имеет определенный свой опыт, навыки, знания. Например, вспомните себя в 15-20 лет и вспомните себя, например, в 35, в 40 или в 50, в 60 лет. Увы, когда вам молодой какой-то человек или девушка, или без опыта рассказывает какие-то свои розовые мечты, вы улыбаетесь. Почему? Потому что ваш опыт, ваши знания, ваше понимание жизни, это ведет к тому, что это невозможно, нереально, или нужно потратить определенное время, денег, энергии и так далее, и так далее. И вас уже не проведешь. Поэтому учитесь, накапливайте вот те знания, которые есть вокруг вас. Даже если вам сегодня, например, подходит кто-то младше вас, менее опытнее, чем вы, рассказывает вам что-то, подумайте, а почему это к вам эта информация поступила? Потому что вот этой энергии, ее очень много во Вселенной. И очень часто Вселенная нам сегодня через молодое поколение пытается
пытается достучаться, показать, открыть глаза, чтобы мы посмотрели по-другому на те или иные моменты. И ваша задача не игнорировать эти знаки, потому что сегодня очень важная информация идет именно через молодежь. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Кроме того, старайтесь сегодня завершать те проекты, задачи, которые вы поставили перед собой в ближайшие 1,5-2 месяца. И вы знаете, вот именно убывающая луна в знаке Козерог будет давать нам энергию и стимул для того, чтобы мы завершали те или иные текущие дела. Поэтому планируйте именно это. Не стоит сейчас ничего нового начинать. Как вы знаете, у нас с вами убывающая луна, она еще у нас она, будем говорить, уже убывающая, и, соответственно, у нас у некоторых людей энергии не хватает, наоборот, кто-то нервничает, злится, ругается, потому что нет подпитки. А как подпитаться? С помощью эмоций, с помощью крика, злости. Поэтому будьте немножко внимательнее, осторожнее. Кроме того, старайтесь сегодня проводить упорядочение во всем, чем только можно. Самое простое, что вам нужно сделать, это организуйте порядок в своей женской сумке, или в сумке, или в вашем саквояже, или в косметичке. Переберите, что вам не нужно, убирайте, оставляйте то, что вам нужно, но не так, что я этим не пользуюсь, но, возможно, через полгода-год я этим воспользуюсь. Поэтому сегодня именно уделяйте внимание вот именно тому, что вы носите с собой. Если у вас ничего с собой нет, бывает так, вы идеальный человек, уделите внимание своему рабочему месту и уделите внимание своему кабинету, например. То есть все, что связано на работе, с бизнесом, с вашей работой. Если вы работаете на производстве, кто-то скажет о том, у меня нет моего личного пространства, я работаю на производстве, на производстве вы работаете, у вас есть, например, тот же станок, да, или какое-то место, за которым вы работаете и совершаете определенные действия. Проверьте, чтобы у вас все было сложено по полочкам, чтобы было все чистенько, аккуратненько и так далее, потому что энергетика этого дня, она предполагает чистоту, она предполагает порядок во всем. Кроме того, сегодня хорошо в этот день стремиться к успеху в карьере или в бизнесе. Поэтому старайтесь ответственно подходить к тем или иным моментам в сегодняшнем дне, и вы знаете, это обязательно принесет вам плоды. Также не забывайте о мышлении стратегическом, то есть продумывайте, планируйте для того, чтобы уже ближе к лету вы смогли действительно заиметь, приобрести, организовать то, о чем вы мечтали. Если мы говорим о карьере, подумайте сегодня о том, кем вы можете стать в ближайшие полгода в своей компании, даже если это маленькая фирма. Просто помечтайте, вот если бы, и вы знаете, наступит тот момент, и вы увидите, что это все реально, все осуществимо. Главное, ваше желание. Но сегодня, пожалуйста, не стремитесь к перфекционизму. Да, должно понятие быть идеальности, да, мы все стремимся к идеальности, но именно этот перфекционизм, который сегодня у людей может проявляться, может привести к излишней напряженности и стрессу. Поэтому сегодня помнить нужно о балансе между стремлением к результатам и заботой о собственной благополучии. Кроме того, сегодня избегайте излишней жестокости, потому что жесткий подход к работе или отношениям с окружающими людьми может вызвать конфликты. Вы должны понимать, что убывающая луна у нас в последней четверти, и люди достаточно чувствительны к тем или иным моментам. Поэтому проявляйте сегодня гибкость, дипломатичность, открытость и, конечно же, попытайтесь услышать других людей. Очень часто люди не готовы слышать других людей, поэтому ваша задача сегодня быть, мудрецом. Это важно. Также проявляйте сегодня и осторожность в финансовых вопросах. Будьте внимательны. Если вам сегодня предлагают вложить деньги в крупные какие-то мероприятия, в крупные какие-то операции финансовые, продумайте 10 раз. Если вы давно это планировали, например, у вас покупка недвижимости, машины или какой-то дорогой техники, мебели и так далее, и вы давно это планировали, это одно. А если сегодня спонтанно к вам сегодня приходят с идеей «давай вложи», «давай сделай», «давай купим» и так далее, то вы должны остановиться и подумать несколько дней. Возьмите паузу. Через пару дней прояснится ситуация, и вы поймете,
поймете, что это были просто мошенники или это были люди, которые именно в этой ситуации они имели свою какую-то определенную выгоду. Что же касательно, друзья, здоровья на этот день, то старайтесь сегодня проводить очищение, избавляться от всего ненужного. Поэтому убирайте шлаки, токсины со своего организма, насколько это возможно. Убирайте негативные энергии. Старайтесь не раздражаться. Эмоции должны быть только в положительном русле, потому что все остальное, оно будет вас злить, вам будет что-то не нравиться, и это, соответственно, будет приводить к не очень хорошим последствиям. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание своему физическому и своему эмоциональному состоянию, а также к привычкам, которые у вас имеются, и к режимам, которые могут повлиять на ваше здоровье. Постарайтесь сегодня как можно раньше лечь отдыхать, постарайтесь сегодня как можно меньше, особенно в вечернее время, сидеть в интернете, в телефоне, в вашем каком-то гаджете, потому что он забирает также определенные энергии. Вам сегодня это ни к чему. Обращаем ваше внимание. Кроме того, старайтесь сегодня избегать тяжелой жирной пищи. Предпочитайте какие-то легкие питательные блюда, которые будут способствовать вашему энергетическому, в первую очередь, состоянию. Далее, на что еще стоит обратить внимание, друзья, на карту Таро на этот день выпала у нас карта на 5 марта, которая называется Колесница. Вы знаете, что Колесница — это карта Таро, которая символизирует у нас движение, победу, волю. И эта карта говорит о том, что мы с вами находимся на верном пути к достижению своих целей. Также этот день будет для вас наполнен энергией, движением. Ну и, конечно, вам нужно будет действовать решительно и уверенно, чтобы преодолевать те или иные препятствия. Поэтому сегодня ожидайте движения, активности, возможно, перемены в ваших проектах. Также этот день может вам принести хорошие новости, возможности, которые помогут вам продвинуться вперед. Сегодня может у некоторых людей произойти какое-то важное событие, и вы должны быть готовы воспользоваться этим. Кроме того, чтобы воспользоваться вот этими благоприятными возможностями, которые дает Вселенная, высшие силы, та дорога, которую вы выбрали, в этот день вам нужно быть активными, решительными. Поэтому постарайтесь сосредоточиться сегодня на своих целях, планах и двигайтесь к ним с уверенностью. И, конечно же, будьте открыты к новым идеям и возможностям, которые помогут вам в этот день. Ну и, конечно же, старайтесь в этот день принимать все действия быстро, решительно, не теряя времени. Но, опять же, помните о мудрости, которую вам нужно проявлять в этот день. Поэтому, если вы видите, что люди в вашем окружении пытаются взять вас эмоциями, каким-то страхом, болью по отношению к вам, для того, чтобы вам где-то что-то разговорить, узнать какую-то информацию, будьте сегодня предельно осторожны. Знаете, говорите о моде, о погоде, это те темы, которые во все времена можно обсуждать и переводить вот на эти сферы любой разговор. Что же касательно совета от Архангела Михаила, то Архангел говорит нам о том, чтобы мы сегодня обрели внутреннюю силу и уверенность, потому что когда мы ее теряем, или она у нас на таком низком уровне, то это мешает нам двигаться дальше. Кроме того, Архангел Михаил в этот день, 5 марта, просит нас смотреть вглубь себя и открывать источник своей собственной силы, мудрости, терпения. Кроме того, сегодня у некоторых людей судьба будет отправлять вызовы, и здесь вам нужно запастись мудростью, уверенностью, терпением, и это поможет вам преодолеть любые препятствия. Также помните о том, что в какой-то ситуации, если у вас что-то не получается, вы не знаете, как поступить, вы расстроены и так далее, просто возьмите, поднимите голову и обратитесь с молитвой к высшим силам, к ангелу-хранителю, к Архангелу Михаилу и так далее. Кого вы чувствуете на интуитивном уровне, вы увидите, как в вашей жизни все постепенно разойдется, и вы увидите, что для вас важно и что для вас нужно. Никогда этого не бойтесь. Друзья, как мы обещали,
представим в начале видео практику, которую мы рекомендуем вам провести сегодня, 5 марта, в день денежной удачи. Итак, берете щепоточку сахара. Обращаем ваше внимание, эту практику вы сегодня можете провести в любое время и на работе. Можете провести ее и дома. Почему хорошо ее проводить? Потому что вы таким образом правильно якорите потоки энергии в свой дом, в свою жизнь, в свою работу, бизнес и так далее. И когда перед тем, как будете бросать, обязательно скажите следующие слова. Сахар сладкий, сахарок волшебный, с этой секунды открываю дорогу достатку и изобилию. Истинно да будет так. После этого бросили щепоточку сахара в окно, улыбнулись обязательно и закрываете окно, идете по своим делам. Не стоит никому делиться, рассказывать, а что вы там делали. Меньше знают, как говорится, лучше спят. Вот такой, друзья, у нас с вами день 5 марта. Мы надеемся, он у вас пройдет благополучно, легко и удачно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.